Скоро в GTA Online выходит новое обновление. Безусловно, будет очень интересно узнать, что же нового нам покажет Rockstar, какие возможности они добавят, исполнят ли многолетние просьбы игроков и так далее. Но сегодня я хотел бы затронуть немного иную тему, это Postgen, игра на PS3 и Xbox 360. Какая она сегодня, много ли людей в нее играют и вообще, как это все выглядит спустя годы? Максимально кратко ее можно охарактеризовать следующим образом. По большому счету, это та же GTA Online, но это та самая GTA Online, какой она и подразумевалась. Не будем затягивать и отправимся туда, где вся эта история и начиналась. Начнем мы наше путешествие с самого главного. Поддержка GTA Online на PS3 и Xbox 360 завершилась в июле 2015 года, после обновления «Грязные деньги». Кстати, да, в видео про историю мультиплеера я немного ошибся, сказав, что последним дополнением на Postgen были ограбления. На самом деле после них вышло еще одно вышеупомянутое обновление, после которого изменения более не касались этих двух платформ. А что это значит? А это значит, что никаких бункеров, подземных баз с орбитальными пушками и, конечно же, опрессоров тут и подавно нету. Нету также казино и лоурайдеров, ну, вот так. Но, в общем, играет ли тут кто-то? Я был очень удивлен, но на PS3 довольно много полных сессий. Учтите, что на Postgen максимальное количество игроков на один сервер 16. В большинстве, конечно, игроков 8-10, но и нередко попадается больше. О, и да, наверное, вы заметили, что тут как-то слишком много людей с тысячными уровнями. Несмотря на адекватность контента, соответствие его сеттингам, отнюдь на Postgen есть одна очень большая проблема – это читеры. Тот функционал, которым они обладают, такого, наверное, даже на ПК нету. То есть большинство всех этих игроков с тысячными уровнями это скорее всего не накрутчики, а просто жертвы модерских атак, ибо читеры тут умеют удаленно накручивать не только деньги, но и уровень. И если в таком случае быстро не закрыть игру через меню консоли, то вся эта фигня отправится на облачные сервера Rockstar. Лично я за часов 20 игры встретил 2-3 читеров, которые взрывали и телепортировали всех игроков, что, честно говоря, не так уж и страшно, так как можно быстро сменить сессию. Но раз уж мы затронули тему комьюнити, то я просто не могу не сказать, что в целом, люди тут намного приветливее и дружелюбней. Само собой, есть и гриферы, которые докучают другим забавы ради, но в общем игроки миролюбивые. Сколько раз ко мне кто-нибудь подъезжал и приглашал полюбоваться их автопарком, пилоты, которые не прочь просто покружить с вами над городом вдали от всей этой суеты. Однажды какой-то читер телепортировал всех игроков в одну точку и взорвал. Ну, да, не без этого. Так вот, никто из обычных игроков, а их было около 6, включая меня, даже не достал оружие. Или был случай, когда я на карте видел игроков 5, которые просто катались по городу. Они никому не мешали, им тоже никто не мешал. Сейчас любой грифер на опрессоре без зазрения совести такую деятельность готов пресечь. Я был также очень удивлен, что довольно часто приходят приглашения на ограбления, гонки и задания знакомых, в которые до сих пор играет немало людей. Прошли первое ограбление Флисса, можно покупать квартиру, несколько заданий знакомых с парой инкассаторских фургонов и какой-нибудь средненький спорткар ваш. В целом, накопление денег и опыта тут происходит труднее, но учитывайте, что и ценники на транспорт тут намного адекватней. Вот если на PS3 я за часов 20 повысил уровень только до 20, то на Next-Gen всего за пару часов, собрав только игральные карточки, можно поднять уровни 30. К слову говоря, про отличие игры на разных поколениях можно найти много вещей, которые есть на предыдущем поколении, но на текущем их нету. К примеру, в сюжетном режиме для каждого персонажа сразу даются гараж, ангар, вертолетная площадка и пристань. И мало того, там уже есть куча разного транспорта. Таким образом, даже в самом начале игры вы можете бесплатно получить какой-нибудь спорткар, покататься на редком либераторе или полетать на люксовом самолете. Возвращаясь к мультиплееру, тут есть вышеупомянутые бронефургоны с деньгами, которые можно запросто ограбить. Иногда запускается вот такое задание, появляется фиолетовая зона на карте, в которой на протяжении какого-то времени нужно привлекать внимание копов. Порой встречаются машины, которые нужно доставить Симону за вознаграждение. Или наземные фейерверки, очень красивая атмосферная штука, которую непонятно зачем вырезали. Если с фургонами вроде были какие-то гличи, поэтому, видимо, и убрали, то что не так с фейерверками? Все это когда-то было на текущем поколении, но Rockstar почему-то решили убрать многие из этих функций.
Из других вещей, к примеру, это абсолютно черная тонировка стекол, которой тоже почему-то нету на Next Gen. Не выходя из Los Santos Customs, можно увидеть, что тут улучшения для двигателя, тормозов и трансмиссии открываются не посредством повышения уровня, а в зависимости от количества выигранных гонок в данном классе. При покупке же транспорта на сайте есть характеристики машины, такие как максимальная скорость, и отображаются они понятными цифрами, не какими-то там абстрактными линиями. Даже показывают разгон до сотни, когда на текущем поколении я такого не видел нигде. Ну и другие мелочи, к примеру, интерфейс. Вот насчет карты, лично мне такой вариант нравится куда больше, нежели однотонная черная. Телефон во время разговора скрывается через пару секунд. И самое главное, нету никаких звонков, уведомлений по типу «А купив ночной клуб, купите базу, купите бункер» и всех этих подсказок, которые так постоянно высвечиваются, так еще и половину экрана занимают. Никто приходит в сессию, тебе не трезвонит с просьбами купить арену и прочую шнягу, ну, разве что Лестер, но он появляется в случае, если у тебя есть активное ограбление и присылает приглашение на него, и, во-первых, на ограблениях можно заработать денег, а во-вторых, этот звонок даже сбросить можно, рекламный нет. Немного иная система в парикмахерской, по-другому работающий пассивный режим и так далее. Но как-никак больше функций добавили, нежели убрали. Возможность удаленно управлять машиной, смена костюмов в любом месте, вернуть транспорт в гараж. Больше слотов под недвижимость, а на Postgame можно купить максимум 3 квартиры или гаража. Ну и другие мелочи, перечислять все не вижу смысла. Подробнее хотелось бы остановиться на редакторе персонажей. Вот не знаю, на Postgame он как-то поинтереснее будет. К примеру, тут можно выбрать, чем занимается ваш персонаж, что влияет на его навыки и одежду. Например, выкрутив больше времени на спорт, какие-то навыки станут более прокачаны, какие-то менее. К тому же вашего героя переоденут в подобающую одежду. Если выкрутить параметр занятия легально работает, у вас переоденут в классический костюм. В общем, все это по-своему влияет на персонажа. В родственниках можно выбрать бабушку и дедушку. Или вот в разделе внешности изменяется возраст персонажа. На Next Gen такого нету, однако взамен этого там присутствует более детальная и простая настройка внешности. Можно выбирать отдельные навыки, которые вы желали бы быстрее прокачать, ну и так далее. В общем, везде есть свои плюсы и минусы. Так-то на Postgame есть огромное количество других мелочей, которые так или иначе изменены на Next Gen. К примеру, в прицеле снайперской винтовки нельзя двигаться, что, кстати, в связке с отсутствием первого лица не оставляет никаких вариантов трехурдиком, или немного иная деформация машин, ну и так далее. Если вам интересна эта тема, то пишите об этом в комментариях, тогда я сделаю такую подборку. В общем, GTA Online на Postgame прекрасно. Пускай тут и нету многих классных обновлений, но тем не менее это та самая GTA, какой она и должна была быть. Говорить тут больше нечего.